Раз, два, три, четыре, пять. Я тебя иду искать. Я вчера видел Скамейкина, этого судебного секретаря. Рассказывал мне, какому страху натерпелся с этим каторжником. А мы и представить себе не могли. Говорит, его зверски избили. А вдруг и Петр Иванович? Но скрывает. Даже если и так, он ничего не скажет. Я с нами все отшучивается. Точно побывал на увеселительной прогулке. Поэтому, Маша, я прошу тебя, ты будь с ним как-то повнимательнее, что ли. Конечно, конечно. Я постараюсь. Такие приключения бесследно не проходят. Думаешь, так все серьезно? Не сомневаюсь. Утром сегодня ушел. Прасковья сказал, даже завтракать отказался. Яков Платонович, как же я рад вас видеть. Вы даже не представляете. День добрый, Петр Иванович. Не успел вас вчера поблагодарить. Бог мой, это за что? Сохранили хладнокровие или, во всяком случае, его признаки в непростой ситуации. Ну вот, тут вы не в бровь, а в глаз. Именно что признаки. Именно признаки. Знаете, у меня так руки тряслись, будто я весь день бревна ворочал. И Кулагин перед глазами с револьвером стоит, как мученик истинный. И... Так вы думаете, мученик? Знаете, мне не раз приходилось видеть, как люди, побывавшие в плену у жестоких преступников и убийц, начинали испытывать сострадание к своим мучителям. Вот вы о чем. И думаете, это мой случай? Нет. Я ему верю. Я ему верю. А может, вы помощь ему предложили? Ну, это уж каким образом, Яков Платонович? Почему-то уверен я, что вы дали ему слово. И наверняка сдержали бы его при других обстоятельствах. Он, знаете, сказал, что если что-то будет нужно, чтобы я послал записку на Староконюшенную 4. Понятно? Яков Платонович, очень хорошо, что вы здесь. Что случилось? Я почти уверена, что Вере Кулагиной грозит опасность. Откуда вам это известно? Матвей Кулагин. Трогай. Только будьте осторожны.
Скажи, жива еще? Вера, госпожа Кулагина, вы меня слышите? Поднимайте, несите ее в экипаж. Осторожно, осторожно. Везите ее в больницу. Возле палаты поставьте охрану. И смотрите аккуратно, по дороге не растрясите. Ранение тяжелое. Господин управляющий. Да. Где вы были в момент выстрела? На заднем дворе вдруг услышал вроде хлопок какой-то. Я прибежал сюда, а тут... В окне вы никого не заметили? Нет никого. Я же не понял сразу, что это выстрел. А за последние сутки к хозяйке никто не заходил? Нет, никого не было. Но я ведь не постоянно дома, может, не увидел. Так поймаем, Иннокентий Михайлович. Штольман свое дело знает. Знает? Да пока он будет копаться в прошлом Кулагина, у нас тут полгорода перестреляют. Ну, зачем так преувеличивать? Мой секретарь Скамейкин до сих пор работать не может. Да, Скамейкин, да. Николай Васильевич, там в доме Кулагина стреляли. Вдову ранили. Ну вот, извольте видеть. Где Штольман? Так как высокоблагородичи засветло ушли. И нет до сих пор. Вот видите. Что? Видите? Кто во вдову стрелял? Усилить контроль на выезде из города. Облавы по всем злачным местам немедленно. Слушай, вас вроде. Иннокентий Михайлович, я думаю, что разберемся. Все будет нормально. Вспомнили о помолвке. Люди к вашим летам о годовщинах свадеб забывают. Забывают их отмечать. А вы с помолвкой. Петр Иванович, а вы помните, как вы меня назвали Еленой? Это ж когда было? Когда было? Ну как же. Только нас представили, говорили, кажется, о погоде, а потом вы вдруг, да вы не просто Елена, а вы Елена Прекрасная. Прекрасная же. Прекрасная. Но я еще думал, от чего меня так сразу не взлюбили. Сдается мне, что вы меня решили споить сегодня. Я так понимаю? О, нет, дядя. Скорее мы первыми пойдем в этой битве. Что-то в самом деле, ну. Захотели всем устроить праздник, ну. В общем так, я предлагаю всеобщее веселье, которое дается с трудом, отменить. Я в полном порядке, и в утешении, и в успокоении. Словно малое дитя не нуждаюсь. Зачем ты так? Я знаю. Хотели как лучше. Но мне и так хорошо. А посему нет необходимости. Так что прошу меня простить. Нет необходимости. Андрей. Он придет. Что? Андрей. Это я. Убила. Кого? Откровенно говоря, Яков Платонович, что-то я недоволен собой. Не казнитесь, Александр Францевич, я видел рану. Она перед смертью какого-то Андрея звала. Да, а еще она сказала, что убила кого-то. Так сказала, я убила. Если я правильно понимаю, пулю надо извлечь.
Да, как можно скорее. И у меня просьба о ее кончине, пока никому не распространяйтесь. Разумеется. Я видел ваше заключение по убийству Кулагина. Так там какая-то странная формулировка относительно орудия убийства, неопределенная. Я и сейчас не уверен в роде убийств. Я помню, тогда мне этот клинок, он был весь в крови, показал изуварен. Я, конечно, не могу утверждать, но мне показалось, что глубина раны и длина этого клинка не соответствуют друг другу. А почему вы сами не поехали на место преступления? Да помилуйте, Игорь Платонович, меня никто и не звал. Я в тот день дежурил в больнице, и про убийство я узнал только, когда труп привезли. Спасибо, доктор. Разрешите доложить? Яков Платонович остался в больнице, только что прибыл дежурный. Там вдова Кулагина при смерти. Что он там, при ней? Он что, доктор, что ли? Не могу знать. Развели бордель с Яковом Платоновичем. Вы зачем к Изварину с делом Кулагина заявились? Необходимо было уточнить некоторые детали, моменты. Антон Андреевич, я пишу рапорт на господина Штольмана в департамент полиции о несоответствии занимаемой должности. Как же так? Яков Платонович в суде, знаете, он совершил... Что совершил? Отпустил каторжника, а потом даже не сделал попытки поймать его. А мне теперь ответ держать перед губернским начальством. Коробейников, если вы и дальше хотите продолжать работу в полиции, я вам советую тоже написать рапорт на мое имя о промахах вашего действительного начальника. Если к нам будет создана специальная комиссия, они будут опрашивать всех сотрудников, и ваши свидетельства будут очень кстати. Я не считаю это возможным. Я не готов свидетельствовать против Штольмана. А я вас не тороплю. Подумайте, если работа в полиции вам дорога. Не успели. Она умерла. Опоздал. Не в защите, господин Кулагин. Но сейчас вам нужно ехать со мной. Не спрашивайте, куда. Мне все равно. Я отвезу вас в самое безопасное место. Что с вами случилось? Я не могла полюбить мужа. Ну что с вами произошло? Я любила другого. Это был его брат? Я убила. Все из-за меня.
Вот. К нам приезжает госпожа Нина. Yes. Я прошу прощения, что я вмешиваюсь. Я, конечно, понимаю, что, может быть, это не мое дело. Но я общался недавно с заместителем начальника гарнизона. Он выразил крайнюю обеспокоенность ее частыми визитами. Что за чушь? Мисс Нина – это уважаемая персона. Она приближенная к самой императрице. Это шпиономания. Я понимаю, но я должен был доложить. Хорошо, я поговорю с начальником гарнизона. Я здесь не заключенный. Разумеется. I'm scientist. Несомненно. Keep it safe. Захар Савельевич. Извините. В арестантскую. Это же... В арестантскую. Слышал, что я сказал? Яков Платонович, ну есть же Счетьянтова приказ. Отправлять сразу под конвоем в губернию. Здесь я отдаю приказы. Слушаюсь. И никого к нему не впускать. Ни под каким предлогом. Ну все, Яков Платонович, терпение мое лопнуло. Вы и только вы виноваты в том, что произошло. А я признаю вину и готов отвечать. Придется, Яков Платонович, деваться вам некуда. В Веру стрелял не Кулагин. Дайте мне сутки, и я найду убийцу. А я вам говорю, ищите Кулагина. Уже нашли, он в арестантской. Вот. Что это? Мой рапорт. Замечательно. В нем подробно изложено, что Яков Платонович научил меня всему, что я умею, и могу с пользой применить на службе. Ваше высокоблагородие, разрешите доложить Якову Платоновичу? Докладывайте. От доктора Милца привезли пулю, найденную в теле госпожи Кулагиной. Также я извлек пулю из пролетки. Мой сравнительный анализ двух пуль показал, что стреляли из одного и того же револьвера. Это значит, что стрелял не Андрей Кулагин, потому что в момент выстрела он находился со мной в пролетке. Револьвер принадлежит не ему. Давайте-ка приведите мне сюда этого каторжника. Я лично его допрошу. И, дорогой Браун, опять у нас дурачок. В вашей компании, мисс Нина, я готов быть последний глупец. Раньше, до приезда в Россию, я совсем не знал эта игра. А, по-моему, она у нас в России появилась. Дурак в России больше, чем дурак. Совершенно верно. Даже в наших сказках дурак – это всегда исключительно положительный персонаж. Дурак всегда оказывается умнее умных. Дурак умнее умных, любопытно. Все шиворот на выворот. Чиворот. Upside down. Я прошу прощения, посмотрю, кто там. Дорогой Браун, мне так приятно быть в вашем доме. Рядом с вами я чувствую себя покойно. Вы себе не представляете, как я чувствую себя счастливой, когда вы рядом. Я бы хотел, чтобы вы всегда были мой дом. Я прошу прощения. Мистер Браун, там посыльные. Можно вас на пару слов? Excuse me. Конечно. Солдата, что пропал вчера, нашли. Он оказался в зоне тумана и ничего не помнит. Не помнит, что с ним случится? Ничего не помнит. Он даже не помнит, как его зовут.
Мне он нужен для обследований. Пусть завтра его приведут ко мне в лабораторию. Я передам посылку. Плохие новости? Нет, совсем нет. Это не мои исследования. Ну, расскажи, как бежал? Кого подкупил? Где деньги взял? Извольте обращаться ко мне на «вы». Ишь ты, какой куртуазный. Встать! Встать, я сказал! Молчать! Отвечать! Так молчать или отвечать? Да молчать! Каторжная твоя морда! Отвечать, когда я тебя буду спрашивать! Как бежал? Кто помогал? Поберегите горло, господин полицмейстер. После того, что со мной было там, вы меня вряд ли чем-то сможете испугать. Я хочу сделать заявление. В смерти моего брата, городского главы, Матвея Кулагина, виновен прокурор Персианов. Незадолго до смерти брат показал мне папку с документами, за которых его убили. Да что ты себе позволяешь, а? Что за документы? Они изобличают прокурора и его компанию в махинации с земельными участками и подделке векселей на крупные суммы. Молчать! Молчать, я приказываю! Николай Васильевич, позвольте мне продолжить допрос. Ну, хорошо. Только не переусердствуйте. А завтра этого на этап по Владимирскому тракту. Вы садитесь. Так где эти документы? Так в том-то и дело, что я искал эту папку в тот вечер, когда обнаружил тело брата, но не нашел ее. Она исчезла. Вы сказали Кулагин и компания. Вы кого имели в виду? Так следователя этого из Варина. И еще брат упоминал какого-то писаря. Из какой канцелярии? Не знаю, сказал просто писарь и все. Может, это прозвище? Ну? Уже читал новости? Плохие или хорошие? Поймали твоего мучителя Кулагина. Штольман схватил. Все. Финита ля комедия. Теперь хоть выдохнут все. Как поймали? Подожди, когда? Он обещал. Что? Кто обещал? Штольман обещал разобраться с его делом. Делом? У него одно дело. Он захватил и мордовал людей в суде. Он никого не мордовал. Не мордовал. Анна и я убеждены в его невиновности. Виктор. Так ты еще и Анну сюда приплел? Послушай, мы обсуждали. Мы имеем право обсудить. Более того, мы считаем, что ты, как человек чести, должен был бы принять посильное участие в его судьбе. Ах, вот оно что. Позволь полюбопытствовать. И какого же рода участия я должен принять в его судьбе? Простого рода. Ты адвокат. Знаешь что? Я не имею ни малейшего желания защищать этого, прости господи. Почему ты так уверен, что он убийца? Почему такая вера? Откуда? Ты что, считаешь, что теперь мы должны пересматривать все решения суда, в которых обвиняемые не признали себя виновными? Я убежден, что этот человек осужден безвинно. Ну откуда? Откуда у тебя такая уверенность? Ну, здравствуй. Что-то случилось? Была сегодня у мистера Брауна. С трудом его выношу. Так утомительно. Химией занимаетесь? Именно химией. Твое начальство что-то интригует. Да мне все равно.
Я знаю. За настоящих мужчин. За тебя. Я тобой горжусь. Яков Платоныч, как он в суде там? Если бы не Штольман, этот супостат заложников бы не отпустил. Уехать с ним под дулом пистолета. Вы так мне все расписываете, как будто меня там не было. Штольман – герой дня. О нем еще песни не слагаются? Герои нужны на нашей службе. Как же без героев-то? Кстати, я хотел с вами поговорить о господине Штольмане. Я вас слушаю. Мне кажется, ваш герой много воли взял. Совсем не считается с начальством. Ну да. Есть у него склонность к своеволию. Но, однако, это с лихвой искупает его сыскным талантом. Так уж велики его таланты. Вот эта история с пропавшей английской барышней. Где барышня? Так ее не нашел. Думаю, он специально тормозит это дело. Вот как? Из чего вы это заключаете? С того, что нет никакого результата. Мне кажется, он вообще не занимается этим делом. Нет, я всегда говорю ему о важности этого дела и что я лично держу его под контролем. Ну и где же, позвольте узнать, результаты? Или хотя бы какие-то версии? Ну, последних результатов я не знаю. Я потребую от него отчет и лично доложу вам об этом. Буду чрезвычайно признателен. Как продвигается дело Элис? Никак, я думаю, ее нет в живых. Есть основания? Если человек пропал более чем на неделю, ничего хорошего ждать не приходится. Бедняжка Элис. Незавидная судьба. Никаких следов. Могу поделиться с тобой информацией, если ты мне скажешь, зачем князю Элис. Он просто добрый человек. Еще год назад я бы тебе поверил, но... А знаешь, я думаю, что это князь расправился с Элис. Или, может, ты? Какое-то чудовище. Как ты мог спать с женщиной, подозревая ее в убийстве невинной дурочки? За тебя, мое чудовище. Меня уж тут князь Разумовский посетил по этому поводу. Что вы говорите? Он очень озабочен и заинтересован в судьбе своей воспитанницы. Надеюсь, господин Штольман не имеет какого-то интереса, чтобы придерживать это дело? Позвольте, какой у него может быть интерес? Ну, не знаю. Вот вы и разберитесь. Тут что-то нечистое. Обязательно я. Но сначала прижмите мне этого каторжника. Хорошо. Обязательно разберусь и доложу. Ладно, свободно. Евграфин, Слушаю, ваше благородие. ты ведь давно в полиции служишь? Так уже 5-й год пошел. Скажи мне, не помнишь ли ты кого по кличке Писарь? Отчего ж не помнить? Помню. Он проходил по делу о подделке векселей. Еще у следователя из Варина. Кондратьев. Его сестра потом вышла замуж за Кулагина Матвея Никитича. Городского главу? За него. Только тогда он главой еще не был. Из купцов они чем только не торговали. То есть, получается, вдова Кулагина, Вера, это сестра этого писаря? Так дело-то житейское. Последний раз этого самого писаря в суде вроде как даже и оправдали. И где он сейчас? Не могу знать, ваше благородие. Может, господин из Варина знает? Помог ты мне, Евграфин. Рад стараться, Яков Платоныч.
Изварин утверждает, что посыльного отправлял за доктором Милсом, но того не смогли найти. Вот доктор Милс утверждает, что он просидел всю ночь. В больнице никакого посыльного не было. Вы были правы. Дело действительно очень странное. Изварин на другие вопросы отвечал очень уклончиво и вел себя крайне недружелюбно. Я вам больше скажу. За полчаса до того, как Изварин прибыл на место преступления с нарядом городовых, он уже заходил в дом к Кулагиным. Пробыл там буквально 3 минуты и сразу вышел. А как же это удалось узнать? Некий герой-любовник просидел на крыше тогда всю ночь, спасаясь от ревнивого мужа. Он и видел. Вот так пассаж. Так вы мне другое скажите. Вам не знаком некий персонаж по кличке Писарь? Нет. Евграшин вспомнил, это некто Кондратьев, подделка ассигнаций, векселей, документов. Нет, я никак с ним не сталкивался. Хорошо, вы поднимите тогда в судебном архиве все документы по этому делу. Да, разумеется. Что именно искать? Да все, что можно. Судебное решение, кто выносил приговоры, кто был обвинителем. А кто был обвинителем, я вам и так скажу. У нас, почитай, уже лет 5 прокурорствует Персянов. Элис. Ничего подозрительного в поведении доктора Милса не видно. Больница, мертвецкая, полиция. Обычный круг его жизни. Значит, здесь пусто. Совершенно. Вчера снова допрашивал сиделку. Стоит на своем. Ничего не знает, ничего не понимает. Но одну деталь все-таки вспомнила. После обыска, который проводил Штольман, в комнату Элис заходила Анна Миронова. И была там какое-то время. А почему же сиделка скрыла это? Вряд ли скрыла. Просто не придала значения, курица. Обыщите еще раз комнату. Да сколько уж раз обыскивали. А вы еще раз обыщите так, как не обыскивали. Вскройте полы, оторвите подоконник, разберите стены, наконец. Жанна, Вы же понимаете, что она не могла так просто испариться. Действуйте. Слушай, ваше сиятельство. Вот судебное разбирательство 2-летней давности. Премного благодарен. Да, действительно, это оно. Благодарю. Стойте, вы куда? Чтобы вынести из судебного архива документы, необходимо иметь разрешение за подписью прокурора. Прокурора. А, быть может, требуется подпись самого государя-императора? Вы не ерничаете, молодой человек. Да. Прошу прощения. Так это что ж, Писарь живет сейчас у нее? У нее ведь живет теперь. Молодой человек, а дело сдать! Ваше благородие, вам тут письмо. Только что доставили сюда. Прошу. Уважаемый Яков Платонович, считаю необходимым обсудить обстановку, сложившуюся в связи с делом Кулагина. Идут разговоры о возобновлении следствия в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Жду вас в своей приемной сегодня в 5 часов вечера. Прокурор города Затонска Персянов Иннокентий Михайлович.
хотите мне что-то сказать? Я? А, нет, извините, пожалуйста. Позвольте представиться. Извините, я не знакомлюсь в кафе. Так вы же сами ко мне обратитесь. Нет, я ошиблась, извините. Я вижу, вы в раздумье. Позвольте вас угостить. Уйдите, пожалуйста, вы мне мешаете. Какое тебе дело? Да не мода, не всех. Мы снова вместе. Он меня убил, не спорь. Какие бумаги? Убил меня мой брат и твой любовник. Он не виновен, я должна. Ты не должна. Все долги списаны. Он не убивал. Какая разница, кто меня убил? Я благодарен даже моему убийце. Главное, что мы снова вместе. Остальное не важно. Полицейский скоро погибнет. Это не важно. Он мог оправдать Андрея. Это не важно. А если он его не оправдает, то Андрей сгниет на каторге. Позвольте, я вас провожу. Где? Когда будет убийство? Как вы изволили выразиться? Говорите! Как вы изволили выразиться? Пойдите вы прочь! Сумасшедший. Анна Викторовна. Анна Викторовна. Вы не ранены? Нет, а вы? Нет. Кто это был? Следователь по делу Кулагина. Если не ошибаюсь, Тимофей Кондратьев. Чем обязан? Вы задержаны в полиции. За что же это? Вам все объяснят в управлении. Прошу следовать за нами без глупостей. Я в тюрьму не вернусь, Вася! Да что ж такое? Эта пуля извлечена из моей пролетки. Это из тела госпожи Кулагиной. А вот это отстрелянное из револьвера, с которым я вас взял. Во всех 3 случаях стреляли вы. Так что единственная возможность облегчить свою участь – это сотрудничать со следствием. Спрашивайте. Вы помогали прокурору в махинациях? В соседней комнате уже идет допрос писаря. В его саквояже обнаружили фальшивые векселя. Деваться ему некуда, так что он уже дает показания против вас и прокурора. Так что говорите, отмалчиваться-то бессмысленно. Да, городской глава понял, что некоторые имущественные споры прокурор разрешает за взятки. Также он узнал обо мне и о писаре. Писарь уговорил свою кузину, Веру Кулагину, отдать нам эти бумаги. Это и развязало вам руки, и вы убили Кулагина. Вы пришли к нему вечером и убили ножом. А через полчаса появились там по вызову с полицией. Вы знали, что у его брата трость с клинком, и обмазали его кровью. Но это чушь. Я не убивал Кулагина. У вас нет доказательств. Ошибаетесь. В ту ночь на крыше сидел неудачливый любовник, который все видел. Он видел, как вы вошли в дом и вышли из него. За полчаса до того, как вы появились там с полицией. Ай, какой позор! Какой позор! Какой срам! На всю губернию! Да что там, на всю империю! Немедленно арестовать прокурора.
произвести обыск. А этого в камеру. Дежурный, увести. Яков Платоныч, дорогой мой Яков Платоныч, какое мы с вами дело свалили, какое дело! Господи, прокурор города, уважаемый человек, столько лет, а? Все тайное когда-то становится явным. Подделка государственных документов, векселей. Столько людей дворянской фамилии разорено было. Вы так мне все пересказываете, как будто я не в курсе. Да простите, Яков Платонович зарапортовался, но я одного только не понимаю. Ведь все же было у нас под носом, и мы не видели этого. Вы меня спрашиваете? Вы, я вижу, обижены на меня. Ну что вы, как можно, я ведь на службе. Да, не обижайтесь, мой друг, не обижайтесь. Я ведь, понимаете, я рад, что мы друг друга понимаем. А уж заключительная речь адвоката была просто поэмой. Столь пронзительно, вот на одном дыхании, столь искренне, легко и в то же время и просто. Я видел, некоторые женщины в зале пускали слезу. Не шучу. Да-да-да-да-да, они боялись слова упустить. Некоторые не дышали. Не преувеличивай. Я считаю, что дело бывшего городского головы Кулагина войдет в историю. Его будут описывать в учебниках по юриспруденции. Ну, пожалуй, это было, наверное, самое интересное дело за последние лет 10. 10? О чем ты? Это первый прецедент подобного рода. За столетие. Я предлагаю поднять эти бокалы за лучшего в мире адвоката. И этим адвокатом является мой родной брат Виктор. Подсудимый на свободе. Но у него нет больше брата и любимой женщины. Анна Викторовна. День добрый. Добрый. Весь день о вас думаю. Правда? Спасли вы меня. Не знаю, как благодарить. Я и сама хочу вас благодарить. Вы ведь всегда очень терпеливы, внимательны и ко мне прислушиваетесь. Я хотела сказать, Яков Платонович, что я понимаю, что ваша служба для вас самое главное в жизни. И я счастлива тем, что вы хотя бы это со мной делите. А я вот все думаю про Веру. Она ведь просто хотела спасти. И видите как? Муж погиб, любовник на каторге. Любовь к ней не принесла ни одному из Кулагиных счастья. Как вы думаете, это и есть роковая женщина? Я о вас думаю. Вы мой ангел-хранитель. Всегда рядом.